Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Вот мы находимся в теплице с томатами. Я обещала каждый шаг, важный агроприем освещать. И напомню, что мы 21-го вот эти помидоры посадили, и по краям теплицы эти были помидоры посажены 22 апреля. В рыбах 25-го мы провели первый полив, он был с молочком. И вот с тех пор мы ничего им не делали. И вот какие уже сейчас томаты. Никаких поливов, ничего не делаем. А сейчас очень важное дело. 3 мая, знак Близнецы. Самое супер время. Далее потом будет сложно с зелеными операциями. Сейчас нужно заняться зелеными операциями для того, чтобы сформировать наши томаты правильно, и чтобы они уже закладывали хороший урожай и не тратили питательные вещества на те части растений, которые потом мы будем убирать. Итак, поехали. Для проведения зеленых операций вообще с растениями очень хорошо, если вы будете соблюдать полностью чистоту. Для этого мне нужны перчатки. Беру новые перчатки, одеваю их. И для этого мне еще нужен обязательно раствор марганцовки. Я вот его подготовила. Смотрите, он такой темный. Сейчас в чистую баночку, чтобы видно было. Он должен быть темный. Видите, какой цвет? Вот этот цвет. У меня просто эта баночка постоянно для марганцовки. И ножнички, которые после каждого обреза каждого растения обязательно вот сюда, в эту баночку будут отправляться. Ну, а теперь пошла конкретика. Вот смотрите, у нас очень хорошо мы лежа высадили. И на этом растении мы не дали цветочкам развиваться. Что у нас здесь? У нас большое количество зелени. И здесь и пасынок есть. Вот, чтобы на пасынок не шло у нас, не шла энергия, смотрите, вырезаю. Далее этот лист будем поливать, он начнет болеть. Он, во-первых, старый. И этот тоже лист убираю. Здесь пасыночек есть. Вот здесь у нас все нормально. Вот здесь тоже пасынок, видите? Его надо убрать. И здесь уже пошел пасынок. И здесь перед цветочком мы убираем. Видно? Вот так вот. Получается, мы готовим уже к следующему агроприему. Будем о нем говорить. Здесь у нас все чистенько. Здесь мы убираем. Вот таким образом. И смотрите, у нас еще один лист валяется по земле, даже после подвязки. Поэтому я его тоже обрезаю. И у нас вот такое растение. Здесь вот тоже можно убрать еще. Ничего лишнего не оставляем. У нас будет стволик из вилочки. Мы формируем всегда вилочкой для того, чтобы не было очень крупных помидоров. И у нас схема посадки 50 сантиметров друг от дружки и метр ряд от ряда. Рядышком еще одно растение. У нас несколько сортов. Гибриды. Это Белфорд, Фенда и Мэйшуай. Вот смотрите. Здесь еще нет вот этой вилки, которая есть там. Вот смотрите, уже цветет цветочек. Здесь завязанный даже помидорчик. Ну и снизу, так, обязательно марганцовка. Снизу убираем и обрезаем. Так, теперь этот лист тоже у нас вот с этой стороны. Давайте посмотрим. Значит, очень красивый у нас пасынок вот здесь ниже цветочной кисти. Снизу пасынки убираем. Они слабенькие. Раз. Лист здесь тоже по земле, но мы можем не весь обрезать. Оставим часть. Вот. Далее здесь лист и смотрите с этой стороны. Здесь лист, вот он и пасынок. Мы их оба убираем, потому что они валяются по земле. Почему такая чистота и такая особенность и такое отношение к растениям? Если вдруг сюда попадет споры грибковых заболеваний или вирус, вот здесь тоже, видите, маленький убрала, и у нас получается вот вилочка будущая. Это у нас будет один стебель, и это другой. И здесь у нас томатики уже. Если сейчас вдруг вы и работаете перчатками с землей, а там есть вдруг вирус, то, естественно, все это будет заражаться растение полностью. Через 2 месяца будут страшные заболевания.
и не одно. Поэтому мы стараемся провести. Вот смотрите, еще один помидор. Хочу просто показать. Давайте мы сейчас пойдем еще к одному помидору. Еще один помидорчик. Снова же, смотрите, здесь уже завязан помидорчик и другие тоже. Здесь 3 помидора. Что у нас есть? У нас есть ниже цветочной кисти хороший пасынок. Мы его оставляем, но не оставляем листья, которые валяются по земле. Вот мы убираем, это еще оставляем. Смотрите, еще здесь у нас есть внизу пасынок. И здесь листья. И я здесь полностью обрезаю. Вот. Что у нас получается? У нас получается вот вилочка. Здесь помидорчики. И здесь еще новый пасынок формируется. Вот смотрите, видите? Мы его тоже убираем. Так, здесь у нас есть верхушка, но у нас еще один пасынок формируется. Мы оставили там пасынок у той цветочной кисти. И вот этот, сейчас я снова беру и срезаю вот этот пасынок. Потому что к следующему моменту обрезки зеленых операций проведения пройдет много времени. И поэтому, вот видите, это уже у нас готовые растения к подвязке. Здесь у нас вот эта вилочка, здесь у нас помидорчики растут. И далее тоже вот этот стволик будет расти, на котором будет формироваться, снова же вот формируется уже цветочная кисть, будут цвести и завязываться помидоры. Вот еще один помидор, очень красиво. Видите, очень хорошо. Здесь уже вилочка у нас хорошо формируется. Под цветочной кистью формируется прекрасная вот пасынок. Это будет двойная у нас вилочка. Вот она, вилочка есть. Что здесь? Здесь у нас оставлены, видите, листья нижние. Мы их убираем. И вот смотрите, вот с этой стороны очень хорошо видны еще лист, который валяется по земле, и пасынок. Убираем пасынок и убираем лист. Так, видите, здесь получается уже и формируются плоды, цветочная кисть. Есть у нас ниже цветочной кисти прекрасный пасынок, на котором будет формироваться это целый стебель и дальше урожай. Вот. И что и здесь еще? Смотрите, у нас здесь маленькие пасынки, да? Вот есть. Я беру, макаю в марганцовочку и вот так выламываю. Здесь не надо вырезать, здесь легко они маленькие выламываются. Все, смотрите, у нас чистенький один побег и второй побег, пока без пасынков. И здесь зеленые операции мы провели, все лишнее убрали. И далее формируется уже само растение и начинает формироваться, конечно же, урожай. Подходим к следующему помидору. Снова же помыли хорошенько ножницы. Здесь, смотрите, это у меня уже 22 апреля были посажены. Здесь тоже, смотрите, уже вилочка. Для вилочки сформирован вот второй стебель. Это пасынок, который... Здесь есть цветочная кисть. Под ним как раз вот этот стебель. И здесь листик убираем. Но это еще не все. Смотрите, на этом стебле у нас уже начали формироваться вот так вот. Видите, как формируются пасынки. Если я их не уберу, они пойдут сейчас очень активно в рост. Смотрите, выбираю просто пальцами, аккуратно выламываю их. И у нас получается, что есть у нас для вилочки вот пасынок большой уже. Есть цветочная кисть выше. Есть уже на главном стебле еще цветочная кисть. И нету никаких дополнительных пасынков. И ничего лишнего больше нет. Здесь мы обрезали только один лист и убрали пасынки. Вот такая интересная история. Это зеленые операции, которые мы проводим на всех растениях после посадки, для того, чтобы сформировать у нас вилочка и для того, чтобы обезопасить наши растения от различных заболеваний. Очень аккуратно. Каждая операция это серьезно, это живые растения и нужно сохранить их живыми и, естественно, получить здоровый урожай. Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили это видео для вас. Мы прощаемся с вами до следующего видео. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Мира вам и добра.